9 ключевых показателей в анализе крови, которые говорят о заболеваниях. Что мы знаем об анализе крови, не являясь врачами? А что говорят анализы крови врачам? Какие ключевые показатели наиболее важны и на что нужно обращать внимание в первую очередь? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Анализ крови – это то, что чаще всего назначают нам врачи, и мало кто из них говорит, что он один из основных, из основополагающих. Не говорят нам врачи и о том, на какие основные показатели этого анализа требуется обратить наибольшее внимание. Однако, именно по его результатам можно получить массу информации о своем здоровье. Дело за малым. Нужно просто научиться разбираться в результате. И пусть даже не на уровне врача, но хотя бы для того, чтобы видеть и понимать наиболее важные моменты, которые могут являться, или уже являются, предвестниками более серьезных заболеваний. Ведь согласитесь, уж очень интересно, как это по простому листику с цифрами врачи ставят или уточняют целый диагноз. Для начала разберем вопрос, какие бывают анализы крови и как к ним готовиться. Общий, общеклинический анализ, кровь из вены. Раньше была повсеместно распространена практика забора капиллярной крови, то есть из пальца. Сегодня эту методику вытесняет оценка состава венозной. Обязательно сдать натощак. Этот анализ дает информацию о том, есть ли воспаление, анемия и ряд других процессов в организме человека. И есть еще биохимический анализ, кровь из вены. Анализ сдается только натощак. Номер 1. Гемоглобин. Мы сегодня лишь кратко остановимся на тех диагнозах, которые можно предположить при его уровне ниже нормы. Нормой считается для мужчин значение в диапазоне 130-160 грамм на литр, женщин 120-140 грамм на литр. Результат ниже нормы свидетельствует об анемии, которая может быть в следующих нехороших ситуациях. Дефиците железа, витамина В12 и некоторых других, что часто встречается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, заболеваниях почек или некоторых других внутренних органов, кровопотерях, например, внутреннее скрытое кровотечение. Повышенный гемоглобин в крови – признак заболеваний крови, сердечной недостаточности или обезвоживания. В зависимости от результатов осмотра и жалоб пациента врач может предложить дополнительные обследования. Чаще всего так он и сделает, ведь тело человека – это все-таки очень большая и сложная система. Мы уже делали обзор по этой теме. Посмотрите, интересно. Ну а мы продолжаем. Вторым важным показателем идет количество эритроцитов. Эти клетки крови работают как общественный транспорт для гемоглобина. Их число выше нормы 4-5,1 на 10 в 12 степени для мужчин и 3,7-4 на 10 в 12 степени для женщин, может происходить при заболеваниях бронхов, сердца, печени или почек, хронических воспалениях или хронических кровопотерях. Если эритроцитов меньше, чем норма, то это может говорить об острой кровопотере, дефиците железа, голодании, особенно при исключении из пищи мяса. Внимательно нужно отнестись к веганам и вегетарианцам, а также недостатке некоторых витаминов, и связано это может быть с плохим всасыванием при заболеваниях кишечника. Третий показатель – лейкоциты. Лейкоциты – это белые клетки крови нескольких видов, образующиеся в лимфоузлах и костном мозге. В норме их от 4 до 9 на 10 в 9 степени в литре. В тех ситуациях, когда количество лейкоцитов выше нормы, то это является признаком воспаления и инфекции, аллергии и новообразований. Также это возможно при сильном стрессе или беременности, приеме некоторых сердечных и гормональных препаратов, а также при злокачественных заболеваниях крови, лейкозах. Если число лейкоцитов ниже нормы, то это может говорить о вирусе или приеме таких лекарств, которые применяют для лечения аутоиммунных и злокачественных заболеваний, иммунодепрессанты, противосудорожные или цитостатики. Четвертый важный показатель в анализе крови – тромбоциты. Тромбоциты – это клетки, которые участвуют в процессе свертывания крови. Их норма – 180-320 на 10 в 9 степени клеток на литр для женщин и до 400 на 10 в 9 степени клеток на литр для мужчин. Превышение такого количества тромбоцитов – не что иное, как признак воспалительных заболеваний в организме. Но также стоит помнить, что отклонения возможны при приеме гормонов или недавних операций. Пониженное количество тромбоцитов встречается при заболеваниях печени, крови, селезенки, действии алкоголя, отравлении солями металлов, приеме гормонов, антибиотиков и мочегонных препаратов. Пятый показатель. СОЭ также РОЭ. Скорость,
Или реакция, оседание эритроцитов. Этот важный показатель крови увеличивается через пару дней после начала инфекционного заболевания, гормональных сбоев, болезней почек, злокачественных опухолях, при любом неинфекционном воспалении в организме, при беременности и после родов. Пониженная СОЭ – признак сгущения крови. Норма – от 2 до 10 мм в час для мужчин и от 2 до 15 мм в час для женщин. Разброс, конечно же, большой, но и ситуации, как мы сами можем видеть, достаточно разнообразные. Тем не менее, показатель этот очень важный, и на него также необходимо обращать пристальное внимание. Номер 6. Глюкоза. Норма глюкозы в крови – от 3,5 до 6,5 моль на литр. Иными словами, глюкоза – это сахара в крови человека, и повышенный уровень глюкозы в крови является признаком сахарного диабета первого или второго типа. А уж какой это тип сахарного диабета, это уже другие анализы. Глюкоза – один из основных источников энергии для нашего организма. Концентрация глюкозы в крови регулируется различными гормонами – глюкагон, инсулин, и зависит от скорости ее образования и утилизации. Содержание глюкозы в крови может существенно меняться при нарушениях обмена веществ в организме. Концентрация глюкозы в крови возрастает после еды и уменьшается при голодании, интенсивной физической работе, стрессах. Как мы уже сказали, повышенный уровень глюкозы может быть признаком сахарного диабета. Седьмым важным фактором в анализе крови человека является общий белок. В норме содержится в количестве 60-80 грамм на литр. Может быть ниже при нарушениях работы печени и почек или строгих диетах. Концентрация общего белка может меняться при следующих заболеваниях и состояниях. Эмоциональное перенапряжение. Онкологические заболевания, в том числе те, при которых вырабатываются аномальные иммуноглобулины, белки, имеющие измененное химическое строение, молекулярную массу или иммунологические свойства. На фоне обширных ожогов. Интенсивные физические нагрузки. Недостаток или избыток жидкости в организме. Нарушение питания. Хронические аутоиммунные заболевания, в результате которых иммунная система атакует клетки собственного организма, системная красная волчанка, ревматоидный артрит и другие. После операции. Острые и хронические инфекционные процессы. Длительное повышение температуры тела. Болезни печени, гепатиты. Воспаление печени при заражении вирусами или воздействии токсических веществ, цирроз. Восьмой важный показатель – общий билирубин. Понятие желтуха знакомо, наверное, каждому. Но далеко не все знают, что за все признаки желтухи, от изменений цвета кожи и белка глаз до потемнения мочи и изменения цвета стула, отвечает именно билирубин. Это показатель работы печени. Норма – до 20,5 моль на литр. Повышенное значение билирубина может быть при гепатитах, желтухе. Билирубин – это желтый пигмент, который является пигментом желчи. Он образуется при метаболическом распаде гемоглобина и некоторых других веществ. Железо из гемоглобина организм использует повторно, а вот белковая часть молекулы после сложных биохимических процессов превращается в билирубин. Нормальный обмен билирубина говорит о здоровье печени и всех детоксикационных систем организма. Девятый важный показатель в анализе крови – креатинин. Показатель работы почек. Норма – от 71 до 106 микромоль на литр. Превышение этого показателя может быть признаком почечной недостаточности. Креатинин – это конечный продукт белкового обмена. Он образуется при распаде креатинфосфата и креатина. Содержание креатинина в крови зависит от возраста, пола, мышечной массы. У мужчин концентрация заметно выше, чем у женщин, у пожилых синтез креатинина снижается. Уровень креатинина отражает состояние почечной фильтрации, при ее ухудшении уровень креатинина повышается. Также данный анализ назначается перед проведением процедуры гемодиализа и после нее. Он позволяет врачу увидеть, насколько эффективной была процедура. Это 9 важных показателей, но есть еще некоторые моменты, которые нужно учесть. Отдельно стоит учитывать, что числовые значения могут немного отличаться в зависимости от лаборатории, применяемого этой лабораторией реагента и оборудования. Но на каждом бланке с расшифровкой анализа указана норма и результат по конкретному анализу. А значит, понять, что показатель ниже, выше или в норме можно. Теперь вы знаете, как сориентироваться по ключевым показателям в анализе крови. Но, конечно, если есть сомнения в правильности поставленного диагноза, не стоит пытаться освоить профессию врача в интернете и заниматься самолечением. Обратитесь к специалисту и будьте уверены в том, что поставлен верный диагноз и назначено нужное лечение. Желаем крепкого здоровья! Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается.
Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!